Почему умер известный мольфар Михаил Нечаев? Связана ли его смерть с его предсказаниями для Украины? Есть ли в этом политическая игра? Сегодня поговорим о известном мольфаре, великом человеке и целителе Михаиле Нечаеве. Меня зовут Валерий Шатилович, я ясновидящий, и на своем канале я приоткрываю некоторые тайны, пытаюсь найти ответы на те вопросы, которые так и остались вопросами. Сегодня рубрика «Сканирование по фото». Здесь у меня есть фотография Михаила Нечаева. Вот она. Родился он 24 февраля 1930 года. Согласитесь, это очень страшный для Украины день. Очень значимый день для Украины. Но Михаил Нечаев не дожил до того времени, когда его предсказание исполнилось, и в Украине началась война. И очень символично, что война началась именно в его день рождения. Умер он 15 июля 2011 года, и прожил он 81 год. Ну, надо сказать, что только что уже было записано видео, но в нем исчез звук. Поэтому я уже просмотрел все эти вопросы. И думаю, что и в этом есть какая-то мистика. Итак, я настраиваюсь на фотографию Михаила Нечаева. Первое, что меня интересует, это какими способностями он обладал. И я вижу, что он обладал магическими способностями. То есть он был прежде всего магом, не целителем, не предсказателем, не медиумом. Он был магом. Маг – это тот человек, который может при помощи энергии корректировать события, корректировать то, что происходит вокруг. Маг, в общем-то, это проводник высшей силы. Вот. У него, будем говорить, средние магические способности. Ну, хорошо средние способности. Да? Его канал вот где-то на уровне ключиц. Вот. Это довольно-таки неплохо. И я вижу, что основные методы, которые он использовал, это были методы заговоров. Я слышу, как он что-то шепчет в полголоса. Я думаю, что он применял силу заговоров, применял силу воздуха, огня. И это и есть мольфарство, да? Это называется деревенское колдовство, деревенская магия. Просто в каждой стране есть как бы свои маги, которые, да, соединяли разные течения. И в Украине это мольфары, да? Там где-то это шаманы, где-то это там вот в Казахстане свои казахские шаманы, бахсы. Да, в Филиппинах там свои будут, мексиканские шаманы, разные. В Украине такие украинские шаманы – это мольфары. И нужно понимать, что на данный момент уже мольфары не обладают такой силой, как и шаманы. Почему? Потому что мы движемся, мы эволюционируем. И эволюционирует, развивается в том числе и магия. Вот. И получается, что простому человеку, среднему человеку, да, у которого нет каких-то, скажем, он не практикует ни медитацию, он не идет по духовному пути, он там не практикует осознанность, да, он живет обычной, обыкновенной жизнью, занимается бытовыми своими делами и приходит к такому магу, чтобы там избавиться от какой-то болячки или решить какую-то проблему. Безусловно, на его уровне это то, что ему нужно, и это ему будет помогать. А уже человеку более развитому, более сильному, который движется по духовному пути, который занимается самоанализом, который развивается духовно, для него это уже не совсем правильный путь, для него это слабовато. Вот. Ему нужны другие методы. Значит, что еще я хочу сказать вот про мольфаров? Это то, что мольфары, они работают с энергиями стихий. А энергии стихий – это, в общем-то, ангелы, это девы, то есть это духи. С ними работать на самом деле
очень сложно, и это очень такая трудная работа. Поэтому эти знания, они всегда держали в секрете. И мальфары это именно карпатские шаманы, да. Мальфары не могут жить там в том же Киеве, да, в том же, допустим, там в Одессе, в другой части Украины или в другой части мира, потому что их слышат духи именно тех мест, тех Карпат, духи гор, духи той воды, духи той земли. Они не могут как бы уже проводить свою работу, находясь в другом месте. Они могут, конечно, сканировать какую-то ситуацию, то есть, ну, там, разложить карты или там при помощи ясновидения что-то посмотреть, но уже как бы влиять магическим образом, да, лечить или что-то менять они не смогут. Вот это нужно понимать. Связана ли смерть Михаила Нечая с его предсказаниями для Украины? Мне пришел ответ, что нет, не связано, что в его убийстве нет политического мотива. Я этого не ощущаю. Ни политического, ни религиозного. То есть я увидел, что его убийца был одержимым человеком. Более того, у него была личная неприязнь к нему, потому что кто-то из семьи убийцы обращался к Нечаю, и, видимо, Нечай работал с его семьей, а бесы этого человека посчитали, что он ему вредит, что он несет ему опасность. Нужно сказать, что одержимые люди очень агрессивно реагируют на тех, кто может прогнать эту сущность. То есть бес не хочет, чтобы его прогоняли. Я думаю, что все люди в интернете где-то или в фильмах видели, как там священники отчитывают одержимых, и этот человек там дерется, кричит, извивается. Вот это бес, который не хочет покидать человека, так себя ведет. Точно так же таких людей вообще-то нужно держать, потому что во время этого припадка они могут просто убить того, кто пытается их выгнать. Что, собственно, и произошло с Нечаем. Он был экзорцистом. Я вижу, что он такое иногда практиковал, что он гонял бесов. Хотя, в общем-то, магам лучше этим не заниматься. На это есть священники, которые имеют на это благословение, определенные молитвы, определенные силы, и они обладают такой способностью гонять этих бесов. Вот. А Нечай, видимо, пренебрегал этим правилом, и, в общем-то, я думаю, за что он и поплатился. Знал ли он про свою смерть? Безусловно, знал. Он чувствовал, что вот эти темные силы за ним охотятся, что они пытаются ему навредить. Но, конечно, я думаю, он не предвидел, что именно этот человек его убьет. То есть я не думаю, что он знал, что умрет от этого человека. Где сейчас душа Нечая? Настроившись на этот вопрос, я увидел яркий-яркий свет и облака. То есть его душа однозначно находится в раю, в лучших светлых мирах. И там он пребывает в гармонии. И последний вопрос, который я просмотрел: передал ли он свои способности ученикам? И здесь я увидел, что учеников у него не было. Были люди, которые приходили к нему, которым он давал какие-то рекомендации, с которыми он обменивался знаниями. Он им что-то передал, они ему что-то передавали. Но таких учеников, которых он прямо вел, у него не было. Поэтому он, в общем-то, забрал свои знания с собой. И он являлся таким энергетическим столбом для Украины. Да? Через него протекала очень высокочастотная, высоковибрационная энергия. И очень плохо, что этого человека убили и нас лишили вот этой энергетической подпитки. Потому что свет из вот этих высших миров, он должен прийти сюда. Как у нас электричество появляется, да, проходит по проводке и загорается лампочка, точно так же есть люди, которые являются вот этой проводкой. Нечай был довольно-таки сильным каналом передачи энергии света в Украину. И Украина очень сильно потеряла, когда он умер. Но я думаю, что и сейчас есть такие проводники, и сейчас есть такие каналы.
И в любом случае наша Украина будет царствовать, будет жить счастливо, благополучно, и все в нашей стране будет хорошо. Именно потому, что в нашей стране очень много людей, которые духовно развиваются, работают над собой, читают молитвы, медитируют, и с нами Бог. Всех вам благ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать видео, и в комментариях пишите о тех людях или о тех вопросах, которые вы бы хотели узнать в следующих видео. Всего вам доброго!